Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание лавровому листу и нашей работе, поэтому обязательно возьмите с собой лавровый лист. Обязательно проведите эту практику, и вы увидите, как в самое ближайшее время не только отношения в коллективе улучшатся, но и также вы сможете приумножить достаток в своей жизни. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, будет очень много полезной, важной, нужной и интересной информации для вас. Всем приятного просмотра. Мы на работе с вами проводим, наверное, одну из самую большую часть своего времени. И, к сожалению, не всегда у нас на работе все ладится, все получается. Особенно не всегда у нас складывается с коллективом и начальством. Не всегда складываются очень хорошие, теплые отношения. Также нас может не устраивать зарплата, нас может не устраивать занимая должность, премия и так далее. И, конечно же, нам хочется что-то изменить для того, чтобы улучшить условия работы или получить, например, желаемую должность, обрести уверенность в себе и наладить отношения с окружающими людьми. И для этого за помощью мы с вами можем обратиться к лавровому листу. Лавровый лист имеет очень сильную энергетику, а также является символом мира, побед и новых жизненных изменений. Недаром к нему за помощью обращались еще с древних времен. Он отличный помощник во многих проблемах и способен приносить и счастье, и удачу, взаимопонимание, успех, стабильность во всех жизненных сферах. А это нам очень часто не хватает, к сожалению. И вы знаете, мы с вами можем провести очень сильные действенные обряды, практики, которые помогут действительно добиться нам нужных результатов. И первый обряд, о котором мы с вами в этом видео поговорим, поможет увеличить вам заработную плату. Для этого вам понадобится 3 лавровых листа, палочка корицы и веточка сухой мяты, а также спички и эфирное масло пачули. Обряд нужно проводить так, чтобы никто из коллег вам не помешал и не видел, а когда вы будете его проводить, иначе он потеряет просто свою силу. Итак, берем эфирное масло и капаем 9 капель на порог входной двери. Палочку по корице вам нужно поджечь. Сделайте не 3 круга вокруг себя, но по часовой стрелке. Это очень важно, проговорив при этом следующие слова. Свое энергетическое поле очищаю, положительные энергии привлекаю. А затем затушите. Далее подожгите веточку мяты и обойдите с ней помещение, в котором вы работаете. При этом проговаривайте следующие слова. Зарплата большая, ко мне приди. Начальник мои труды и успехи оцени. И лавровый лист разложите по кабинету. Можно за шкаф, плинтус, но главное, чтобы он недоступен был для глаз. И проговорите следующие слова. Лавровый лист, ты энергией своей мне помоги и просьбу в жизнь воплоти. Когда все это проделаете, то, что останется от веточки мяты, нужно вынести и выкинуть в кусты, а палочку корицы прикрепить к рабочему стулу с внутренней стороны или положить в рабочий шкафчик. Но только смотрите, если вы будете ложить в рабочий шкафчик, чтобы там у вас никто не копошился и не видел. Поэтому сложите так, чтобы меньше кто обращал на это внимание. И вы знаете, долгожданное прибавление в зарплате после проделанной практики не заставит себя ждать. Следующая практика, которую нужно сделать, и нужно ее сделать только тем людям, кто хочет укрепить отношения с коллегами или изменить их в лучшую сторону. Для этого вам понадобится 3 лавровых листа и свеча белого цвета. Когда вы будете одни, подожгите свечу и от нее подпалите лавровые листья. И подержите их сначала возле входной двери, а затем обойдите с ними все углы вашего рабочего помещения. И при этом скажите следующие слова. Кто в эту дверь войдет, тот негатив с собой не пронесет. В этом помещении энергия добра и взаимопомощи обладает, а зло, обиды и ненависть исчезают.
После этого свечи дайте догореть, лавровые листья затушите и выбросите. Проделывая эту практику, вы должны быть сосредоточены на желании все изменить. Верьте в свои силы. Если у вас появится хоть немножечко сомнения, у вас, к сожалению, ничего не получится. После проведения этой практики отношения с коллегами начнут налаживаться, уйдут неприязнь, зависть, а на смену придет уважение. А если вы желаете получить повышение по должности, то для этого вам нужно провести следующую практику. Для этого вам понадобится, для проведения этой практики вам понадобится белый лист бумаги, красная свеча и лавровый лист. Целый, пожалуйста, без повреждений. Далее, что мы делаем? Мы зажигаем свечу, а на лавровом листе напишите желаемую должность. Заверните его в белый лист бумаги и подожгите его перед собой. Далее сделайте в воздухе 3 круга и проговорите следующие слова. Лавровый лист мне помоги, повышение по работе ко мне притяни. Пусть желаемую должность получу и финансовую удачу обрету. Когда лист догорит, пепел выкиньте в окно и скажите следующие слова. Этот посыл запускаю, в скором будущем результат нужный ожидаю. И через короткое время после проделанной практики вы получите желанную должность и сможете действительно добиться успехов. А ваш начальник будет доволен результатами вашей работы, и вы получите вознаграждение. Только есть одна большая просьба. Если вы не уверены, что вы готовы занимать эту должность, если вы по жизни не лидер, вы ведомый человек, то знайте, что проведя эту практику и достигнув определенного результата, и вас, когда назначат на ту или иную должность, вы должны понимать, что если вы не потянете, у вас не получится, то произойдет искривление энергии. И, соответственно, не то, что вернется все на свои, а еще может что-то произойти еще хуже, то есть потому что вы перестанете выполнять свои обязанности, у вас начнут происходить определенные события. Поэтому, если вы уверены в себе, вы знаете, что вам нужна не только эта должность, а еще и больше, выше и так далее, тогда, конечно, вы проводите. Вы должны сами верить в себя, помните об этом. Если ваша работа связана с людьми, и после посещения некоторых таких людей у вас, например, начинаются неприятности, беды, проблемы, то тогда вам нужно взять любую маленькую вещичку, любую, лавровый лист, и поджечь его и окурить эту вот вещичку. Эта вещичка станет для вас определенным талисманом. А когда будете окуривать, проговорите следующие слова. Силой лавра талисман наделяю, с этого дня он меня от энергий плохих оберегает и негатив весь отбивает. Это поможет вам избавиться от влияния негатива любых злых и недоброжелательных людей. А вот если у вас намечается сделка, которую вы хотите удачно провести, то тогда вам понадобится самый большой лавровый лист, который, например, у вас будет в пачке. Возможно, вы выращиваете лавровый лист, это вообще будет прекрасно. Понадобится эфирное масло лаванды. Далее на лавровом листике, на самом большом, напишите такие слова. Сделку заключу, в лучшем виде ее проведу. А на обратной стороне лаврового листа намажьте его эфирным маслом. И когда вы будете идти на сделку, держите его возле себя с левой стороны. Он поможет вам, чтобы она прошла успешно и вы получили должный результат. Выйдя на улицу после проведения сделки, разорвите его на несколько частей и киньте перед собой, проговорив при этом следующие слова. «Успешной дорогой иду, все задуманное осуществлю». Как вы видите, все практики, они достаточно простые, но они в то же время очень эффективные. И если вы будете проводить эти практики, хотя бы одну из предложенных нами, но вы должны, друзья, сами осознавать и понимать, что да, действительно это вам нужно, действительно вы готовы и вы
нацелены на результат. Если лишь бы сделать, потому что давайте мы проверим, то знаете, высшие силы тоже умеют шутить, потому что бывают такие ситуации, что человек пошутит, например, сказал, я бы, а что мне, какая разница, я бы и пожил и в деревне. И вы знаете, происходят такие события, что человек переезжает жить в деревню, и при этом, как правило, не из хороших побуждений. Поэтому никогда не шутите, а если шутите, только в хорошем, добром смысле, потому что помните, наши слова — это в первую очередь энергия, это определенные вибрации, которые мы с вами произносим. А что мы произносим, то мы и получаем в материальном мире. Помните о том, что с помощью, сначала у нас есть мысль, которую мы заложили себе в голову, после этого у нас происходит визуализация на материальном плане. И потом происходит само осуществление. И когда мы видим результаты своих мыслей, иногда люди удивляются, а почему происходит это так? Помните, все в вашей голове. Поэтому, когда вы проводите эти практики, да любые вообще практики, ритуалы, обряды, вы должны понимать, что вы с их помощью можете изменить все, что вам доставляет какие-то неудобства. Вы тем самым можете себе и обеспечить комфортное рабочее место, а также окружить, что немаловажно, положительными, созидательными энергиями. И кроме всего прочего, у вас появится желание ходить на работу и выполнять все то, что назначит вам начальник. И день у вас будет легким, продуктивным, будет все получаться. А это очень важно, когда работа приносит вам удовольствие. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы с вами услышимся уже в следующем видео.